Всем привет, продолжаем играть в Morrowind. Мы находимся на севере острова Варденфелл. Следуем мы в лагерь Уршалаку. Вот так вот по воде. В прошлом эпизоде мы посетили пещеру воплощения и получили наставление от неудавшихся воплощений Нерыварина. Теперь нам нужно обратно к шаманке, доложить и взять новое задание. Благополучно... Так, консоль нам не нужна. Благополучно минуем мы руины. Я просто пытаюсь включить быструю клавишу и задел консоль. Так, здесь вот интересно, наспавнились или нет? Да, наспавнились, кстати говоря. Смотрите, и гончие, и там от ранах бегает. Собаки. Давайте их обойдем. Напомню, что орка я не взял. Почему-то. И надо, наверное, поставить пометку возле шаманки все-таки. Так, ну здесь вот, конечно, крутоват склон. Но мы смогли. Мы смогли и как раз выходим в лагерь. Так, пометка. Нам нужна здесь пометка, но не прямо здесь, а давайте прямо в юрте шаманки. Вот так вот. И поговорим с ней. Значит, я сходил. Она говорит, что в дни великой опасности 4 племени шлендеров объединяются под властью одного военного вождя. Если вы сможете доказать племенам Уршалаку, Ахимуза, Зайнапа и Арминим Сун, что вы и есть Нерыварин, и что племена должны объединиться перед лицом угрозы шестого дома, тогда каждый из ашханов объявит вас Нерыварином и военным вождем всех племен. Вам придется обратиться к ашханам всех племен, но сперва идите к Сулматуулу. Он ваш друг и наверняка окажет вам эту честь. Также она дает, видимо, советы по поводу остальных племен. Давайте послушаем. Ну, про Уршалаку понятно. Ахимуза из Грейзлендс. Спокойный и миролюбивый провидица Ахимуза Синаму Мирпал также является их ашханом. Особого совета не дает. Про Зайнап. Шлендеры племени Зайнап ловкие и искусны. Их лагерь находится в глубине Грейзлендса. Это рядом там действительно. Арминим Сун. Они больше всего на свете любят себя и свое оружие. Их ашхан Улат-Пал жесток и амбициозен, а его гулаханы во всем похожи на него. Их шаманка Манирай осторожна и разумна. Ищите ее совета, не тратьте слова на воинственных ханов. Такой намек, да? Ну и все, да, про эти племена. Мы прошли 3-е испытание. Значит, мы рассказываем ей про 3-е испытание. Вот насчет 4-го. 4-е испытание таково. Голос незнакомца объединит дома. 3 дома нарекут его наставником. Когда вы будете наречены наставником каждого из 3 великих домов Варденфелла, приходите ко мне за наставлениями, ибо вы пройдете 4-е испытание. А 5-е, видимо, это все-таки, да, племена. То есть, в принципе, сначала она нам советует пройти по великим домам, потом уже по племенам. Ясно. А 5-е испытание... А 5-е подожди. 4-е, 5-е. Ага, 6-е, значит. Давай-ка про 6-е испытание. Может она нам рассказать? Нет, не может. Нет, может. Точно не знаю, говорит. Неоплаканное племя может означать 6-й дом. Дом Дагат, который был уничтожен после битвы у Красной горы. Но это также может означать двемеров или гномов, как их называют жители Запада. А пожирающий грех может оказаться искуплением другого греха. Здесь она точных рекомендаций не дает. Ну давайте навестим ашхана тогда.
Раз уж так, нам здесь все рады. И признали меня своим. Вот юрта Ашхана. Вот, собственно, и сам Ашхан. Вы прошли 3-е испытание. Вам предстоят 4-е и 5-е. Я поговорил с Небани Меса, и эти испытания мне известны. Вы хотите, чтобы вас назвали Нерыварином Уршалаку, но не желаете ли сначала выслушать совет Сулматуула? Хорошо. Во-первых, я хочу предупредить вас. Как только вы будете наречены Нерыварином, весть об этом распространится повсюду. Услышат новости ваши враги и начнут искать вашей смерти. А те друзья, которые, возможно, есть у вас среди великих домов, те, кто подчиняются слову храма, могут забыть о своей любви к вам. Если у вас есть какие-то дела, связанные с домами и храмом, возможно, вам следует сперва покончить с этими делами, а потом уже принять наречение Нерыварином. Во-вторых, рекомендую вам спросить совета, но это мы уже сделали. Он тут говорит, что вот закончить все дела, с храмом в том числе, но это не более чем слова, то есть ничего не помешает нам пройти задание храма, вступить в него и, в общем-то, также и с домами. В любой дом мы можем вступить, и все что угодно там нам будет доступно в плане заданий и возможностей. Но давайте будем называться Нерыварином. Очень хорошо. Ты хочешь, чтобы тебя назвали Нерыварином? Я знаю тебя, и я склонен сделать это. Но сначала мы должны поговорить о необходимости и долге. Прежде чем я назову тебя Нерыварином, тебе надо понять, зачем нужен военный вождь, чтобы потом об этом можно было рассказать людям. И прежде чем я назову тебя Нерыварином, я должен понять, что ты знаешь, каков твой долг, и только когда мы поговорим об этом, ты будешь назван Нерыварином. Что я знаю? Прими во внимание слова пророчества. Проклятие Дагатура и 6-го дома угрожает нашей земле. Ложные боги обманывают и дают мнимую надежду защиты. Ты носишь луну и звезду Нерывара, рука Азуры давлеет над тобой. Эти доказательства ты должен предъявить всем людям, как Уршалаку Нерыварин. Вы узнали об обмане трибунала и то, что они предлагают ложную надежду на защиту от Дагатура. Мы слышали слова апографа от самого жреца, и мы знаем, что они правдивы. Мы слышали слова жрецов-отступников, и мы знаем, что они правдивы. Ложные боги нарушили свои обещания и действуют методами врага. Это есть худшее из зол и представляет огромную опасность. Ну, то есть нас здесь водят за нас как бы по той части лора, которая касается именно прохождения основного сюжета. Чтобы прям вот до всех дошло. Ну ладно, давайте дальше. Твой долг. Ты должен стать Нерыварином всех племен и наставником всех великих домов. Ты должен замолить грех неоплаканного дома и освободить ложных богов. Ты должен победить 6-й дом и Дагатура. Ты должен освободить трибунал от проклятия. Это бремя пророчества. Это будет твоим долгом, как Уршалаку Нерыварина. Ну и наконец-то, перед своим очагом и родом, и перед всеми людьми пустоши я нарекаю тебя Нерыварином Уршалаку, военным вождем Уршалаку и защитником людей. В знак этого я даю тебе зубы, которые будут для всех данмеров знаком того, что ты Нерыварин, и того, что Уршалаку пойдут за тобой куда угодно, даже на смерть, и так будет, пока враг не будет побежден, или пока ты не погибнешь, или пока не вернешь мне этот знак. Зубы Уршалаку нам дали. Так, ну и что там? Давайте вспомним за зубы. Сопротивление параличу 10%. Это амулет, судя по всему, да? Ну, нам, в принципе, можно его и потаскать. Пока что. Вот, здесь мы закончили. Соответственно, можно смело применять вмешательство Аль-Мсиби. Ну и пробежаться по великим домам. Так, я оказался в Гнисисе. По великим домам побежаться можно, конечно, но я думаю, что нужно немножко уделить внимание прокачке. 6 из 10 у нас. Бонусы по 2. Куда хотите отправиться? Хочу отправиться в Альдрун. А прокачка нам важна, потому что нам нужно бы продвинуться по гильдии воров. Давайте посмотрим.
Мы бандит, следующий ранг занятой, а Джим Стейси отказывается пока что выдавать нам задание. Необходим один навык 60 и 2 по 20. Значит, 60 у меня есть, это акробатика. Да? Акробатика где? Да, 83, а по 20? Ну вот краса. Нужно подтянуть до 20. И тогда мы сможем получить повышение. Но скорее всего и тогда не даст нам Джим Стейси никаких заданий. Но краса стоит приподнять все равно, наверное. Это не даст нам повышение уровня, но давайте сделаем это. Немножко замедлим свое продвижение по сюжету, тем самым искусственно. Займемся делами более насущными. Здесь вот я вроде бы учился краса. Вот у этой вот прекрасной женщины. Да. Сегодня твой день. Раз. О чем мы будем говорить? 2. 3. 4. И 5. Итого, значит, бонус мы получили к ловкости. Нам он не так важен. Давайте повысим ранг. По идее, ничто не должно нам помешать. Теперь я занятой. Ну и, соответственно, за правило. А вот какой конкретно ранг нужен Джиму Стейси, я что-то не помню. 2 по 25. Ну и, в принципе, опять же, через вот это краса мы можем и следующий ранг взять. Давайте это сделаем. Еще 5 пунктов. Повысим. Крохоборствовать уже с копейками я не буду. В данный момент ты меня Вот с этими вот монетками. продолжай. Так. Глядишь, я так и реально стану вором. Смогу как минимум красы вскрывать замки. Почему нет? Краса нам, кстати, и полезно, потому что, чтобы поменьше агрить врагов. Теперь я за правило. Так, и дальше у нас что? 30, естественно. Ранг матерый. Безопасность нам позволяет, потом давайте станем матерым сразу же. Можно, в принципе, и не бегать так каждый раз, а... Какая у меня Вот, кстати, официальное извещение. Это как раз вот по сюжету, то, о чем говорил нам Ашхан Сауматул, что храм начинает нас активно искать, якобы, и преследовать. Значит, обучаемся все равно. Обучаемся красться до 30. И пока, наверное, на этом все. Вот. Что у нас по деньгам? 41 тысяча. Чего ты хочешь? Да, тут вот бегаю, видишь, суета. Матерый. Ну все, матерый, я думаю, нам пока достаточно. Что у нас там дальше? Естественно, нужно будет 35 и 90. Но 90 у меня, к сожалению, пока нет. Акробатику нужно будет подтягивать. Так. Ну и уровень бы приподнять тоже. Также по гильдии магов у нас застопорилось. Значит, нужен навык 70. 70, ну в принципе мистицизм нам можно 3 раза поднять. И будет 70. Через это мы получим бонус к силе воли. И будет 9 из 10. А к интеллекту у нас нужно повышать безопасность. Блин. Хотелось бы получить, конечно, бонус к интеллекту. Но, блин. Ну, давайте. Безопасность у нас Что ты хочешь? не здесь. Здесь. Сможет она нас научить? Добро пожаловать, друг. Сегодня твой день. О чем мы
Будем Ну, говорить. давайте до 40 доберем безопасность. И вот так, все, блин, до 40 не получится. Акробатики она не сможет нас. Ну да, навык высок. Блин, чуть-чуть не хватило безопасности нам до 40. Но сколько у нас бонус? Бонус к интеллекту 3. А мистицизм это сила воли. Блин. И к интеллекту, по сути, нам больше так вот без повышения уровня ничего и не прокачать. Ну и силу давайте возьмем все-таки, да, поскольку таскаем мы уже много всего. Давайте наведаемся в гильдию бойцов и прокачаем секиры там или что-нибудь. Ты учишь? Учит. А, ну он... Защита это на ловкость. Краса. Средние доспехи на выносливость. Нет, нам это пока не нужно. Придется прокачивать дальше оружие. Где наш учитель? Благо из комнаты он вроде бы не выходит. Давайте двери закроем, чтобы этот Норлинг тут не совался под руку. Так, он предлагает секиры, но секиры дороговато. Можно, в принципе, поднять вот длинные клинки или дробящее оружие, чтобы было просто подешевле. Он все-таки проник, смотрите-ка, через закрытую дверь. Так. Смотрим, сила 3, мало, надо еще. Четыре, ну еще чуть-чуть. 4. И в принципе, может быть, с 15 уровня мы наконец-то начнем встречать уже святош. Так, сила 5, хорошо. Значит, нам нужно мистицизм 3 раза. Ну и там колдовство доберем еще разочек. Либо, знаете, наверное, лучше колдовство приподнять. Да, по гильдии магов мы-то это не, через это не продвинемся. Ну ладно. Так и сделаем. Значит, сейчас мы бежим к учительнице нашей. Но не сразу. Сначала я, пожалуй, наведаюсь к Скампу. Мы потратились на обучение и еще потратимся. И надо часть этих денег, а лучше с запасом, компенсировать. Значит, у нашего орка. Давайте посмотрим. Значит, у меня есть 2 скумы. У него тоже есть скума. Мы ее заберем на продажу. Так. Пока что здесь все. Ну, вот эти вот предметы, которые нам дали по заданию, я, наверное, сейчас продавать не буду. Сохраню их, так сказать, на память. И нам нужно что-то продать Скампу. Значит, 3200. Вот этот клинок Ярость я, пожалуй, продам. Так. 1600. Тоже продам. Он тяжелый. 2400 продам. Щит продам. Ну и пока все. Не буду, чтобы там слишком долго не задерживаться у Скампа. Побежали. Так. И потом снова тем же путем через Ротеран нам придется как бы из Даганфела пробежаться. Вот здесь как раз нам потребуются сапоги. Кстати, и сейчас было бы неплохо их нацепить. Только давайте сопротивление все-таки применим. Где мое сопротивление? Вот оно, на себя. Я с радостью поговорю с вами. Мне очень приятно. Так, напяливаем сапожки. И поскакали. Я думаю, что мы в Ротеран добежим сами без орка.
Никакая тварь нас не догонит, если что, я применю невидимость. Скамп уже тут в предвкушении кричит. Вот это мы забираем. И давайте торгуем. Значит, 5000 у него по-прежнему. Вот это берем. Так. 4200. 7400. Значит, придется чем-то компенсировать. 5900. Блин. Блин. 5400. 500. И вот, наверное, Флинн. Уравняем до 5000. Ну, а вот это вот на следующий раз или подождать. 44 тысячи у меня. Давайте все-таки сутки я подожду возле скампа. И продадим ему остальное. 3000 сразу минус. И 2 это 5. То есть и все равно. Получается, мы все не продадим. Ладно, значит, тогда лишнее я выложу. Ну, чтобы как-то хотя бы было какое-то правдоподобие. Чуть позже надо будет смотаться к нему еще и продать вот это вот барахло. Так. Так. И денег теперь у меня 49 тысяч. Ну, почти 50. И мы бежим с вами учиться. Через Садрит Мора, известным маршрутом. Либо, в принципе, пометка у меня вот здесь вот. Можно было пробежаться и мимо этих орков. Ничего они мне не сделают. Потому что из Дагонфелла-то оно получается дольше. А от лагеря Уршелаку ближе. Но, правда, здесь места неразведанные. Нет, давайте по плану действовать. Никаких орков агрить не будем, а будем действовать. Так. Садрит Мора получается, да? И просто несколькими путями можно попасть в Дагонфелл. О, как мы теперь прыгаем, классно. Я предпочитаю вот такой вот путь через Садрит Мора. Прекрасный закат. Это же закат. Да, на западе солнце, поэтому закат. А мы как ветер пронеслись через весь город прямо к кораблю. Но сегодняшняя серия вот такая вот, немножко суетная. Так, мы направляемся в Дагонфелл. А здесь уже ночь наступила. Но это лишний повод прокачать нам иллюзию. И бежим мы так же, как ветер. Ни на что не отвлекаясь. Уже хоженой тропой. Прям я хорошо по этой тропе уже походил. Даже с ответвлением. К Мараре мы заглянули. А теперь в Ротеран. Нет врагов, как видим. Но вот только наездники спавнятся. Сволочи. Кстати говоря, вот не агрятся. Ну да, наверное, так все-таки лучше, хоть и чуть дольше, чем из лагеря Уршелаку бежать, но зато безопаснее. Все, арочный зал и вален Варион. А вот и наша Хридитте. Абель. Здесь мы сохранимся. А для продажи я ничего не взял опять.
Но я думаю, что мелочиться мы не будем. Значит, я хотел поднять колдовство. Все-таки. Оно и подешевле, и, наверное, даже полезнее. 57. 58. 59. И, значит, что у нас получается? Еще один пункт. К интеллекту мы бонус получили, к силе получили. Ничто не мешает нам теперь поднять и мистицизм. Зараза! Засада, друзья, засада. Сила воли у меня низковата. Ну-ка смотрим. Значит, мистицизм 67, а сила воли у нас... Ну, она чем-то повышена, да? Давайте снимем. Пока что. Так, это мы снимать не будем. И получается, что сила воли у нас настоящая только 66. А через это мы не можем качать мистицизм. Ай-яй-яй-яй, друзья. То есть силу воли-то нам нужно приподнять. Бонус к силе воли у меня только 2. Колдовство через интеллект. Интеллект у нас гораздо выше. Ну, значит, качаем колдовство. Алхимия вот у нас еще к интеллекту относится, но... Ладно. Тут же уровень повышаем. Я надеюсь, на меня здесь никто не нападет. Значит, силу воли придется брать, друзья. В этот раз удачу мы проигнорируем. К сожалению, вот здесь вот я не продумал, да, упустил этот момент. Но силу я все-таки возьму. И интеллект я, конечно же, возьму. А удача пока подождет. Итого, значит, у нас получается 0. Здесь у нас 67, а сила воли у нас 68. То есть всего один раз мы сможем сейчас прокачать мистицизм у нашей вот этой подруги. Блин. Блин. То есть повышение по гильдии магов мне пока что и не видать. Только при следующем повышении уровня нужно будет взять бонус к силе воли, и тогда уже мы сможем учиться. Ну, давайте сделаем разочек мистицизм. Все-таки. Больше она не даст, да? Да. Это печально. Ну и на том спасибо. Делаем возврат. Ой, не возврат, а вмешательство. Наверное, лучше божественное. И будем мы в Садрит море. Нет, в Гнисисе. Отлично. Ну, тоже неплохо. Тоже неплохо. Из Гнисиса мы в Альдрун. Наверное, я начну как раз таки вот хотя бы часть заданий по основному сюжету. А в Альдруне начнем с дома Ридаран, собственно говоря. Там нам, конечно же, будут тоже давать какие-то задания. Так, кольцо учителя мы напялим. Сопротивление параличу напялим. Ну и пока вот так вот. Перекладывать барахло я, наверное, на запись не буду. Придется заняться этим вне записи. Как-то так вот момент выбрать, чтобы быть где-то здесь неподалеку. А здесь мы прямо подряд начнем. Кто это у нас? Это Морктонг. Сюда мы не пойдем. Виним. Вот опять, сюда мы тоже не пойдем, потому что этот советник Виним, или как он там, с ним нам придется сражаться. Так. Давайте Ход. послушаем. А здесь мы были. Личные покои Арабар. Да, здесь мы были. Здесь мы были, но сюда нам как раз таки и не надо. Помещение стражи. Нет, нам сюда не надо. Спальни. Говори. Гандоза Арабар.
Так, а где главный? Вот он. Майнер Арабар. Значит, ну, в принципе, мы действуем по-простому. Где-то у меня было... Вот же у меня красноречие. Но надо все-таки восстановить запас сил. Пояс-то я напялил. А, пояс я не напялил. Давайте пояс напялим. Сохранимся и поговорим с ним. Так, ну отношения у него не очень. Поэтому вежливо поговорим. Побольше. Вот до 100. И наставник. Наставник — это древнее слово, означающее военного вождя и лучшего бойца, избранного советом Великого дома. Почему ты спрашиваешь? Рассказать свою историю и попросить, чтобы вас избрали наставником. Ты пришел сказать мне, что ты реинкарнация Индарила Неревара. Азура говорила с тобой в пещере и сказала, что поскольку ты реинкарнация Неревара, ты должен стать наставником всех 3 великих домов. И вот почему ты сейчас стоишь здесь, рассказывая эту историю о трибунале, укравшем силу из сердца Бога с помощью инструментов Двемер, и что Дагатур не мертв, и даже сейчас строит планы захвата Моровинда силой. Короче, пересказал. Правильно, говорит, все изложил? Да, правильно. В обычное время я решил бы, что ты спятил, и вызвал бы тебе священника. Но я богобоязненный, верный слуга храма, и я тоже слышал легенду о Луне и Звезде. Твой рассказ тревожит меня и искушает поверить тебе. Но я должен принимать его во внимание и обвинения Баррила Салы, а у тебя мало доказательств, и я не особо склонен возлагать такую ответственность на незнакомца. Я обдумаю все сказанное тобой и спрошу совета у храма и своих собратьев по совету. Ах ты падла! Что тут нам пишут? Майнер Арабар выслушал мою просьбу, согласился обдумать. Что-то я здесь, друзья, тоже подзабыл уже. Что значит обдумать? Так, а где выход? Выход. Вход. Обдумать, значит, согласился, да? Получается, что нам нужно все-таки к Атину, по-моему, Саретти, да? Тут я, может быть, упустил немножко некоторые тонкости. Вот, поместье Саретти. Нам нужен вот этот Атин Саретти. Он здесь, как бы, наша надежда. Так что, если не возражаете, пойдемте дальше. Возражаю. Давайте, к чему он учит, кстати? Только членам. Понятно. Вежливо с ним говорим. Заодно тренируем красноречие. По максимуму нужно повысить отношения, и он нам, по идее, должен дать совет. Значит, вот, по поводу наставника. Рассказываем свою историю. Ты рассказал замечательную историю, в ней только кольцо правды. Тебя могли обмануть, но я верю тебе. Я могу убедить других советников также поверить тебе, но условием моей поддержки будет услуга, которую я прошу оказать. Спаси моего сына Варвура Саретти из поместья Веним. Да, это то, о чем я говорил, то есть нам будут давать задания. Его держат в поместье Веним, это первое поместье справа от входа в Скар. Говорят, Болвин Веним держит его в правом крыле поместья. Нельзя убивать самого Болвина Венима. Кстати, почему? Нам придется его убивать. Иначе все остальные советники станут вашими врагами. Вот зараза, то есть он как бы и своего сына хочет выручить, и потом скажет, что Болвина Венима таки придется убить. Какой молодец. Так, понятно, про Болвина Венима нам пока не интересно, но придется его вызволить. Там как бы охрана, конечно же, есть. Но насколько я помню, у меня всегда получалось. Так, вот оно, поместье Веним. Где он здесь? По-моему, вот правое крыло. Вот, стражница самая такая здесь агрессивная. Но здесь вот записка о том, что нужно проверить комнату за гобеленом. И ключ. Ключ нам, по идее, нужно украсть.
Но сама комната, вот она, здесь замок уровня 50 всего лишь. Я думаю, что ключ нам не понадобится. Мы можем смело ее вскрыть с помощью заклинания. Только давайте сохранимся. Все, заклинание отперло цель. Вот он, сын. Давайте послушаем. Но здесь расчет на то, что мы либо побежим быстро-быстро, либо придется сражаться вот с этой подругой. А давайте-ка мы спросим, какой у нее уровень. Ты не отсюда. Чего ты хочешь? Уровень у нее 19. В принципе, мы можем ее смело усмирять. Больше здесь никто на нас напасть вроде бы не должен. Не знаю, может быть, он не успеет добежать. И больше здесь никого нет. То есть нам, по сути, нужно прошмыгнуть только до туда. Давайте приготовим усмирение. Вот таким вот образом. Да, она пытается атаковать, но как-то вот нерешительно. Все, а здесь на нас вроде бы никто напасть уже не должен. Куда мы идем? Все, дружище. Значит, там тоже нападают. Про это я что-то подзабыл, друзья. То ли у меня как-то все было проще, не помню уже. Да куда мы идем? К бате твоему. Вспомнить бы, где он тут живет, блин. В вашем этом Скаре. Вот оно, поместье Соретти. Давай. Поживее. Начинается, блин. Так тоже нормально. Телепортировался. Все, отдаем сыночка папаше. Спасли моего сына, и я в вечном долгу. Насчет наставника. Ты спас моего сына, моей благодарности не выразить словами. Поэтому я называю тебя наставником дома Ридаран. Я также обещаю, что использую все свое влияние на остальных членов Совета. Увы, есть одно препятствие. Болвин Виним никогда не назовет чужеземца наставником. Но если у тебя будет поддержка Совета дома Ридаран, может быть, Виним согласится на почетную дуэль. Ну, тут он рассказывает про дуэль. Пока что нам это не нужно. Нужно опять наведаться к другим советникам. Давайте вот отсюда начнем. Рамаран. Здесь, по-моему, тоже будет какое-то задание. Что-то я вот тоже не очень хорошо помню. Но мы не можем не воспользоваться случаем и пошмонать здесь по шкафам. Так, юбки, рубашки нам не нужны. Кольца и амулеты нам нужны. Крутые. Но писали мне в комментариях, что здесь типа нету их. Но вот я помню, что когда-то я довольно успешно здесь амулетами разжевался. Но то ли память меня подводит, то ли опять-таки уровень у меня слишком мал. Хотя он уже, друзья, 15-й. 15-й уровень для прохождения Моровинда для меня это прямо очень круто. Далеко не в каждом прохождении я успевал докачаться до 15 уровня. Так. А здесь я не был. Так, никто не живет, хорошо. Значит, монетки не побрезгуем. Заберем. Мешок. Книжка. Книжка нам не нужна такая. Опять юбки и пояса. Блин. Неужели я что-то перепутал? Частные квартиры. Вот он, этот Рамаран. Нет, здесь вроде бы у нас должно все пройти гладко. Значит, я забыл, кто там. Кто там у нас дает еще задание. Давайте убедим его. Все-таки прокачаем немного красноречия. Все, он поговорил с Атином Соретти и будет за меня голосовать. Хорошо. Хорошо. Куча здесь стражников. Чего они здесь охраняют, непонятно. Какие-то вшивые там юбки с рубашками. Так, это Соретти. Мы его, кстати, не грабили.
пока что. Летри. У меня много других дел. Да, конечно, дел у тебя. Здесь мы бывали вроде бы по заданию гильдии воров. Личные покои. И вот нам нужен У меня много Гориса, вот этот почему-то в юбке стоит. Пойдемте. Давайте с ним поговорим. Интересно, на таком отношении он нас признает наставником? Мгм. Я сделаю выбор наставника в пользу тебя. Да, то есть отношения повышать сейчас не обязательно. Ну и не будем тратить на это время. Ой, а это я куда-то не туда, да? Пришел. Здесь мы грабили. По-моему. По-моему, да, здесь мы... Или нет? Да, а здесь мы грабили. Так, а где выход? Вход. Вход, он же выход. Значит, а здесь что? Помещение стражи. А здесь мы грабили неудачно. Здесь нас спалили и, в принципе, могли бы и отоварить, но не отоварили. Значит, ну что здесь? Наверняка вот ключ, который я спер, он к какому-то из этих контейнеров. Но брать здесь совершенно нечего. Кроме, опять-таки, юбок всяких и рубашек. А вот это уже интересно. То есть, видимо, ключ все-таки вот от этого сундука. Большой соблазн, знаете, вернуться и посмотреть, что в этом сундуке. Вскрывать его перед стражей я, наверное, сейчас не буду. Кстати, не забываем сохраняться. Может быть, позже, не знаю, вспомню я про это или нет, но интересно. Интересно. Так, Летри. А вот так проканает? Проканала. Здесь у нас, кстати говоря, тоже живет один из советников. То ли она даст нам задание, то ли так согласится, я, честно говоря, не помню. Тут такая вот запутанная у них система, как сказать, помещений. Комната практики. Нет, нам она не нужна. Видимо, по низу все-таки. Вход в совет. Давайте по низу посмотрим. Торговец. А ну-ка, подожди-ка. Торговца проверим. Чем ты торгуешь? Да хрена чем, смотрите-ка. Но такого, чтобы нам прям было нужно, здесь особо нет. Ладно, и денег у тебя мало. Да нет, не будем ничего слушать. Нам нужно найти... Марвейн, кажется, фамилия ее. Кузнец. Кузнец, кстати, тоже интересно посмотреть. Крутые молотки продает. Но нам они не нужны. Если мы завышаем свой навык, то любые молотки нам подойдут. Или даже вот такие клещи. Денег у нее, кстати, 2200. Надо запомнить на случай чего. Какое-то задание она предлагает, но сейчас отвлекаться мы не будем. А это какой-то, видимо, пилигрим. Что за пилигрим? Так. Это все то же самое. Вот, квартира Марвейн. Вот эта подруга нам нужна. Госпожа Брара Марвейн. Даст она задание или так? Проканает. Нет, нормально. То есть я по поводу нее перебздел, как говорится. Великий Том Ритерн. Понятно. 19 уровень. Все с тобой, подруга, понятно. Ну, забег по советникам я, наверное, продолжу в следующем эпизоде. Сегодня мы плодотворно потрудились. По сути, ну, все вот эти задания по поводу советников в основном представляют из себя беготню. А с домом Хлала у нас тоже не должно возникнуть проблем. Там тоже в основном беготня.
Единственное, что с Буловым Винимом мы будем сражаться, но имея нашего орка, я думаю, проблем не возникнет. Все, спасибо за внимание, до новых встреч.